Народ, всех приветствую. Откопал те самые архивные каточки за Дестра Лока с самого начала сезона, когда еще был баланс кайфовый. У меня, конечно, персонаж был полностью не одетый в плане статов и так далее, но тем не менее это было становление Дестра Лока. Оно было неплохим. Сегодня мы на это посмотрим. Поэтому всем приятного просмотра. Погнали. Понеслась душа в рай. Первая котеечка. Блин, я уже чувствую эту силу. Играем вместе с Рестор Шаманом и ДКшником. Мне супер не нравится комбинация, когда в одной команде ДК плюс Лок, но посмотрите на этого неоспоримого чемпиона, просто молодчина. Видимо, смотрел мои видосы, сразу же на ДК побежал вперед мутузить вражеского охотника. Это супер важно. Когда вы играете на ДК, помогайте своему Локу. Вы почти ничем не можете ему помочь. Здесь, кстати, повезло, что я на разбойника попал порчей, пока он был под плащом теней даже. Треньканул, очевидно, фуловый киднейп, потому что стоять 6 секунд под контролем не хочется, и начинаем его долбить. Параллельно накидывал соблазн суккубы на паладине, заставил его бабл нажать. Здесь бы лик смерти еще нажать в разбойника было бы неплохо, то чуть больше бы ему повезло, он бы мог меня здесь убить. Но, тем не менее, мы его добиваем. Получилось очень хорошо. Только благодаря чему? Потому что мой напарник побежал сразу туда, в них, в противничков, и начал их, соответственно, мешать им до меня дойти. То есть охотник, на самом-то деле, очень неприятно нам делает. Он издалека может и немоту накинуть, и в целом просто не дает нам спокойно жить, постоянно нас дамажит и так далее. Поэтому, если вы все-таки попались на ДКшники вместе с Локом, всегда помогайте ему. У вас очень мало возможностей на это, на самом-то деле. То есть все, что вы можете сделать, это грипнуть один раз к себе кого-то милишника, ну, условно, вот разбойника здесь, да? Но, опять же, это не помогло бы ничем. И оковами постоянно в них спамить. Все, у вас нету какого-то фридома, как у паладина, у вас нету стана нормального, ну, там чуть-чуть, да, от питомца. В общем, на ДК нужно очень серьезно помогать Локу. Летим дальше. Вторая котеечка. У меня в сокомандниках, конечно же, Элем Шаман. На то время они еще попадались ко мне в тиму. И это настолько прекрасная и приятная связка. Просто супер. Моя любимая. Если я играю за Лока, за Дестрика, мой любимый напарник — это Элем Шаман. В двойке неимоверная имба, здесь тоже, соответственно, ну, ничем не мешает нам наличие дополнительного хиллера. Об этом поговорим чуть попозже, сейчас посмотрим, как у нас здесь будет каточка развиваться. Скрывается разбойник, я даю на него соблазн, этот чел тренькует. Первый же соблазн суккубы, так делать не нужно, но это его проблемы, как говорится. Я же тренькую его кидней, чтобы не стоять 6 секунд фуловые. Ну и все, мы байтим, точнее, мы его уже забайтили на то, чтобы он нажал тринкет. Кстати, раз, два. Только с третьего раза получилось на кота нажать проклятие стихии. Первые два раза не попало. Здесь тоже пытаюсь накинуть фир по вражескому ДЦшнику. Ну, посмотри, насколько же мне вообще, на самом деле, не везет в это время. Ошибка, что здесь дал разбойнику я снова уйти в инвиз. Нужно было на него хотя бы одну перчу повесить, пока он за пиларчик убегал. Но тем не менее неплохо. Посмотри, как я кручу 360. Здесь просто фиры в одну сторону, соблазны в другую. Но вот так вот за Лока играть и надо, конечно же, да. Только нужно нормально себе статы нафармить, чтобы у тебя в мясы хотя бы проклятие стихии не уходило. И почти у них пытается разбойник меня убить, но, видимо, не дожмет все-таки. Скорее всего, урона не хватит. Я думаю, довольно забавно послушать, как я это комментировал в момент записи. Жить, сука! Да, вставил такой моментик, как это было в изначальной звуковой дорожке, как я там реагировал, пока меня бил этот разбойник. Я пытался жить, но я выжил. Все, нормально. Значит, вернемся к комбинации, да? Элем Шаман плюс Дестра Лок. Огромный бурстовой дэмэдж. И у одного и у второго есть. У Шамана, конечно, побольше бурстового дэмэджа, но тем не менее Лок помочь может очень солидно. Опять промахнулся станом по разбойнику, он ушел в инвиз. Вот такая вот суета. Но что более важно, это неимоверное количество контроля. Вы подумайте вообще, я говорю, фиры, хиксы, соблазны. Стан у Лока есть. Руты, которые очень полезны против ДКшников, против воинов, там, ну и так далее. В общем, контроля, но я не знаю, у кого-то хоть вообще есть больше контроля, чем у комбинации Дестрик плюс Элем Шаман? Мне кажется, нет. Это самая такая бесящая по контролю связка. И при этом Элем еще и подхилить вас может. То есть, если вы играете за Лока, у вас проблема с самохилом. Вы подхилиться не можете. И Элем Шаман эту проблему решает. Хоть это и дамагер, но залечить вам лишний раз там даже фулл хп вообще никаких проблем не будет, если честно. Поэтому да, это моя любимая связка. Мотаем на конец, здесь они еще очень долго будут бегать. У нас у Элема нету маны, пить он не хочет, поэтому да. Значит, домотал до конца, потому что они тут еще бегали вокруг пиларчиков. Значит, как вообще проигрываются катки, да, в такой ситуации? Не знаю, зачем они играют 2 на 3 сейчас, потому что, очевидно, они здесь уже никак не выигрывают. Вот если бы он меня дожал на разбойнике, он там возле их респавна, тогда да, это я бы еще понял. Там есть смысл поиграть, там есть смысл попробовать дожать, очевидно, 0 вопросов. Но сейчас-то, блин, мы уже все отхилились, у нас есть фулл ресурс, у вас ничего нет, зачем вы играете дальше, непонятно.
Но как есть, так и есть. Короче, Дестрик плюс Элем, имба лютая. У меня винрейт даже в солоках с Элем-шаманами, ну, где-то 90%, не меньше. Потому что очень сильная комбинация. Просто очень сильная связка. Вот и все. Думаете? 4-12, короче. Винрейт у моего воина. 4 игры, 12, соответственно, поражений. У меня 202 шмот на Локи. В общем, шансов на победу здесь, как вы понимаете, маловато. Вот так вот я думал. Но мы играем до конца, до победной. Вообще, когда против шаманов играете, я бы не рекомендовал суккубу использовать. Просто призовите себе собаку и будете кайфовать. Там тотем заземления вот это постоянно... Нет, не заземление, как он? Тотем трепета. Когда он ставит по КД, все, эфиры не работают, соблазны не работают, ничего не работает. Да и вообще, на самом-то деле, если вашу суккубу убивают, а если против вас играют нормальные чувачки, вашу суккубу всегда будут убивать, с ней играть не стоит. Короче, гораздо проще и на самом-то деле эффективнее просто призвать себе пса и постоянно раздавать кики, еще и диспелить. Ну, всякие спелы там вредоносные, условно, там станы паладина можно задиспелить или так далее. Поэтому смотрите по ситуации. Если вы играете на Сирусе и вашу суккубу вообще никто не трогает, все забивают на нее болт, тогда играем с суккубой, потому что, ну, очевидно, если она просто стоит и по КД выдает контроль в одного вражеского игрока, это очень полезно. Но если вам позволяют так сделать, значит, противники просто кекис, на самом-то деле. Вот ДЦшник сдох, на самом-то деле, под БЛом, еще ему никто ничего не помог. Энг-шаман. Энг-шаман, супер упоранская тема. То есть очень мало игроков, которые играют за энхов и играют нормально при этом. Я не знаю почему. Просто не знаю почему. Созвездие БК, кстати, у него взято. Короче, интересная такая темка. В общем, это Солока, это чисто, знаете, на фон под разговорчик, чтобы я рассказал вам про суккубу. Если против вас фрики, играем с суккубой. Если против вас нормальные челы, берем собаку и не в ее живаемся. Так, пацаны, оцениваем шанс на победу. Смотри, у меня в команде челы с никнеймом Несрущий и Дефицит. Против меня сетап, воин и ДК. Я на Дестралоке играю, напоминаю вам. Ну, шансы невелики. Должны были бы быть, если бы в меня упоролись вражины. Почему они этого не сделали, я не знаю. То есть все, что нужно сделать вражеским, соответственно, челам, это в меня на плюс В прибежать, забайтить меня на телепорт один раз и после этого убить. Все. Меня уже никто не спасет, мне никто не поможет. Воин почему-то в меня чарж не нажимает, у вражеского ДК уже полкухухи слетело. Ну, ладно, чё, окей, хорошо. А, это еще и Фрост ДК. Не, ну тогда это стилево. Ладно, тогда вопросов к ним больше вообще никаких нет. За Фрост ДК респект и уважение, как говорится. Еще и на гноме играет. Блин, был у меня чувачок, играл за Гоблина ДК. На актуале, на официалке. Когда это, ну, то есть, где к расе привязаны ее обилки. Забавно, конечно, это было, забавно это было. Ну ладно, он был в ПВЕ. ПВЕшер играл в ПВЕ, поэтому не так критично. В общем, если против вас вот такие сетапы, ДК Паладин, Вар Паладин, Вар ДК, ну, в общем, все вот эти латники, милишники, которые просто садятся вам на лицо и бьют, играть на Локе без помощи тиммейта невозможно. Именно поэтому в Солоке, именно в рандомном, да, режиме, когда у тебя тиммейты рандомные, и сетап рандомный, и люди рандомные, на Локе очень сложно играть. По крайней мере, пока не конец сезона, когда там чем выше, тем проще, в общем, скажем так. Но все настолько сильно зависит от сетапа, а на Сирусе настолько много милишников и латников играет в Солоке, что вы будете страдать. Я вам серьезно говорю, вы будете, мать его, страдать почти каждую катку. Вот такая вот ситуация, народ. Немножечко вспомнили молодость, немножечко посмотрели, как я аж в марте бегал за Дестралока. Пишите в комментариях, если вам интересно, если хотите больше локстера. Так я пойму, что он вам нужен. Ну и тогда нужно будет, наверное, стримчик по нему организовать. Поэтому подписывайтесь на Телеграм, там все анонсы, дополнительная информация. Это все у нас через Телегу происходит. А если ищете дополнительный контент, гайды, разборы арен, видосики по макросам и так далее, это все у меня есть на Бусти. Переходите, знакомьтесь с контентом, подписывайтесь. Всем удачи в PvP, прогрессируйте и успехов!